Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у нас с вами такой информативный урок. Я постараюсь ответить на вопросы, которые вы мне задаете. Это и здесь, в YouTube канале, и в других соцсетях. А сейчас приступим к работе. Сегодня я буду пришивать филигрань. Покажу, как пришить эту филигрань и сразу размеры филиграни. Это 70 миллиметров, 7 сантиметров. Здесь я буду использовать стразы. Вот такие мои одни из любимых страз. И размер 6 на 10. Стразы у меня с неровным дном, потому что многие спрашивают, как я приклеиваю именно с неровным дном. Также мне понадобится в середину одна стразина. Это будет, вам 34 номер идет. Нет у меня тут номера, так как просто не было из чего приклеить. Шар идет 8 сантиметров. Тоже спрашивают часто вопрос, какой самый ходовой размер. Именно 8 сантиметров. И как обрабатывать шар шелком, как обрабатывать верхушку, бантики и все остальное. Есть видео, буквально 2 урока назад. Ссылку на это видео я оставлю. А сейчас покажу, как же пришить филигрань, чтобы все нитки не были видны при приклеивании страз, и чтобы они как бы не мешали, когда будем приклеивать стразы с неровным дном. И многие мне в комментариях писали, что я пришила филигрань неровно. Ну вот не вот таким образом. Я специально так делаю. Мне не нравится, когда снежинка вот прямо вот так ровно пришита, поэтому я немного ее вот так под углом буду пришивать. Я примеряю и вот так зрительно смотрю, где же примерно у меня вот эта середина. И вот здесь я закреплю нитку. Прямо беру, узелок у меня завязан. Так, тут аккуратно, чтобы не зацепить бантик. Вот таким образом. И теперь через одно из отверстий, вот мы тоже вот так прикладываем, смотрю, где же мне вот это вот отверстие. Так, нет, не это, чуть повыше, вот оно. Вот. И сразу увожу иголку в середину. Вот здесь посередине есть вокруг отверстия. Сразу эту иголочку увожу в середину. И утягиваю нитку сюда. Снова прокалываю вот здесь. До конца не затягиваю. Потому что вот так зацепила камеру, извините. Вот. И теперь буду снова иголку, так, где вот у меня вот, заводить в середину, и теперь от середины к краю. И вот теперь можно затянуть. Я затягиваю вот таким образом, неровно, как я уже говорила. И теперь снова увожу вот здесь вот эти маленькие дырочки, из середины увожу иголочку снова вот по этим краям. Вот тут 6 отверстий. Так. Потому что сразу иголкой не пройти через все отверстия. Вот я пробую, видите, не получается. А если я буду где-то вот здесь пришивать, то нитка будет видна. Поэтому стараемся вот или попасть в середину сразу. Так, вот, не получается. Или, может быть, зацепить, а потом уже вот не получается. Так, если не получается, тогда снова иголочкой через низ проходим, вот где мы уже проходили. И теперь нам надо максимально затянуть все, чтобы вплотную все это подходило туда. И надо закрепить. Я показывала, как делать под низом узелки. Вот моя иголка. Теперь мне надо вокруг иголки вот так вот ниткой обойти. И теперь иголку вытаскиваю, и внизу у нас образуется узелок. Все. И теперь здесь обязательно, чтобы вот она не перекручивалась, мне надо зацепить за бантик. Но за бантик крепим не за вот эти ленты, а именно за середину бантика.
Поэтому я иголочкой подлезаю. Вот наша середина. И зацеплюсь вот за эту середину. Так, здесь я воспользуюсь пинцетом. И вот нитку я уже зацепила. И теперь надо вот здесь между вот филигранью иголочкой туда-сюда. Я сейчас вот сюда. И тоже как бы мы же не можем иголку согнуть железную, поэтому вот. И снова вытаскиваю иголочку через рядом отверстие и через бантик. Через середину бантика. Уточняю, именно середина бантика, потому что если вы зацепите вот этот бантик, у вас может образоваться такая затяжка. Будет очень некрасиво. Так, утягиваю наверх. И еще раз прохожу туда-сюда. Так, тут надо аккуратно. Потому что если мы слишком потянем, то порвется нитка. И еще раз прохожу через бантик. Обязательно зацепить, чтобы она у нас не ходила туда-сюда. Вот эти мелочи, как бы они имеют очень, так сказать, важное значение. Вот, вы видите, все, у нас уже все держится. Что я делаю дальше? Снова ввожу иголку или на лицевую сторону, или куда-то вот сюда. И сделаем узелок. Узелок я буду делать вот на этих ниточках, на которых я и пришивала. Вот я их зацеплю. Так, тут трудно подлезть, но возможно. Вот она. И вокруг иголки обмотаю вот так ниточку. И утягиваю. И теперь эту нитку через середину, или как у вас там бантика получается, я уведу ее вниз, чтобы не здесь обрезать, а где-то вот. Вывела иголку вот таким образом. И все, теперь можно нитку под снежинкой отрезать. Вот. И вот вы видите, все у нас все хорошо держится. Для приклеивания страз здесь я буду использовать уху клей, но также можно использовать Момент в России или Е6000. Здесь у меня и так уже достаточно хорошо пришито, ничего, можно сказать, не видно, но если приглядеться, конечно, видно. Я наношу клей на середину и приклею вот этот большой страз круглый. И теперь буду приклеивать по краям. Здесь я приклеивала только вот эти ажурные стразы. Плоских у меня кроме вот этого нету. И посмотрите, как красиво смотрится. Прямо вот эти все грани очень играют. И вот здесь вот эти, где не приклеено, создают тоже такую легкость. Если это цветной шар, то, наверное, вот я делала зеленый, вы помните, я там приклеивала, сочетала стразы разных цветов, красиво смотрится. Здесь у меня просто белые, поэтому мне надо придать такую легкость. И я наношу клей именно вот по этим краям и подклеиваю. Я не приклеиваю сразу как бы полностью лепесток, я работаю вот, как сказать, если по краям, то все края подклеиваю. Потому что если сделать в одном месте, так лучше видно как бы вашу работу от и до. Так. И так продолжаю работу. Сейчас я буду оформлять серединку. И вот, если вы заметите, на филигране вот по краям вот здесь есть такие углубления. Именно в эти углубления я буду подклеивать эти же стразы. Я наношу клей. Вот здесь мы подшивали, но ниточка у нас там, можно сказать, запрятана, ничего не видно, и мы все это еще и скроем. И все будет очень аккуратно. И вот, можно сказать, нижняя часть стразины у нас садится в это углубление, и страз у нас лежит ровненько.
Работать надо очень аккуратно. Так, все поправляем. Да, конечно, расход страз здесь уходит много страз, но именно вот эти стразы, они своими гранями неровными создают такой красивый в лучах свет. Так, серединка у меня обработана. И сейчас буду вот эти вторые, вот здесь, так, сейчас возьму пинцет, следующие вот эти углубления я украшать не буду, оставлю вот здесь перед серединкой наношу с двух сторон клей и на середину и подклеиваю вот так стразы. Конечно же, все поправляем, чтобы у нас все одинаково смотрелось. Если где-то камень чуть-чуть углублен, поднимаем его, чтобы у нас было все одинаково. Так, наносим клей и так продолжаем работу. Работа, конечно, движется медленно, но у нас все должно быть аккуратно. Вот, и продолжаем. И насчет клея на пальце. Вот он у меня высыхает, но он очень хорошо снимается. И если руки помыть, то все это хорошо все сходит. И нам остается подрезать края бантиков. Края бантиков всегда отрезайте на готовое изделие. И отрезайте понемногу. Потому что некоторые отрезают и говорят, что потом слишком короткие. Ну, если слишком короткие, уже ничего не изменить. Поэтому я всегда отрезаю на готовое изделие. И понемногу. Вот я отрезала и вижу, что здесь слишком длинное. Значит, могу еще чуть-чуть отрезать. И обязательно обрабатываем огнем. И вот такая красота у меня получилась. Как вы видите, нигде нитки не видны, и все у нас держится хорошо. Многие говорят, что достаточно приклеить. Возможно, если вы делаете для себя, можете приклеивать. Если вы делаете на заказ кому-то, пришивать это обязательно. А на сегодня все. Надеюсь, вам короткий урок понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я буду стараться снимать короткие видео и на них отвечать. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.